Всем здравствуйте! Сегодня снова видео о хвоях. В сегодняшнем ролике я хочу показать обзор тех из них, у которых очень красивое жилкование на листьях. Сегодня я, наверное, покажу часть хоек с красивой листвой, потому что у меня большинство хвой все-таки имеют именно красивую листву, так как собираю их из-за листвы, а не для цветения. Вот. Ну, а еще хочется немножко поговорить о том, как я черенкую хвои, как я укореняю хвои. Потому что девочки спрашивают, я именно расскажу свой опыт, вот как это делаю я. Возможно, кому-то из новичков это тоже пригодится. То есть можно делать эксперименты, делать так, как одни люди делают и как другие. Ну, а в первую очередь все-таки обзор. И сейчас перед вами две мои красотки Финлайсони. Их вот это вот циферно-буквенное обозначение я не знаю, как-то не интересовалась. Финлайсони и Финлайсони. Вот эта большая, она у меня уже давно растет на естественном освещении, очень симпатичная, не капризная. Листья у нее такие немножко опушенные, сзади вот здесь. Старые листики она подсушивает. Я подрезаю это дело. Не нравится мне. Так, она у меня просто свисает там над окном. Под лампой я ее никогда и не ставила. В принципе, растет неплохо. Может быть, под лампами бы росла быстрее, но место ограничено, поэтому растет так. Вот такие у нее красивые рисунки на листьях. Листья все разные. Даже проглядывают вот такие вот сплэшинки, серебринки. Вот. И рядом с ней стоит еще одна Финлайсони. Покупала ее попозже, то есть она у меня маленькая. Вот у нее листья совершенно другие. Они у нее как-то более вытянутые. Вот, они у нее посветлее растут. И, в общем, отличается. Ну, вы видите сами. Вот такие две Финлайсони. Ни у той, ни у другой именно ее как бы спецификацию, как бы конкретный сорт, я не знаю. Есть у меня еще Финлайсони Нова, но она вообще выглядит по-другому. Как-то у нее совершенно другие листья. Вот. Может, когда она начнет расти уже нормально, я уже что-то смогу понять. Так, ну, хвои не капризные. Уход за ними такой же, как и за другими моими хвоями. Полив после просушки. Ну, все нормально, растут. Поначалу, после укоренения, они у меня, ну, как бы сидели. То есть стартовали очень медленно. И одна, и вот вторая. Вот как видно, она у меня уже достаточно давно. Она, конечно, еще только начинает расти. Вон там вот молоденький у нее листик наконец-то появился. Вот. А потом уже растет нормально, беспроблемно, хорошо, на естественном освещении, не на ярком. Поэтому рекомендую в коллекцию. Так, сейчас покажу следующих. Следующая красотка в моей коллекции — это Хоя Вилоза. Ну, очень классная хоя, абсолютно беспроблемная. Растет также на подоконнике, на естественном освещении. Все ей хватает, никаких досветок, подсветок. Очень красивые листья. Вот они такие длинные. У меня ладонь большая, вот они такие длинные. А, Поверхность, задняя поверхность листа, она такая пушистая-пушистая, они очень приятная на ощупь. Жилкование очень красивое. Такое вот. И растет она достаточно быстро. Но для этого ей надо тоже раскачаться. То есть после укоренения она сидит, думает над своим поведением, а потом растет. Вообще я даже не замечаю. Просто вот когда подхожу, там именно уже там листики протереть, или когда я опрыскиваю, я уже говорила, янтаркой с глицерином периодически все растения, вот тогда я замечаю. То есть я ее снимаю с подоконника, как вот сегодня, и тогда такая, ой, она так выросла, у нее столько вот молоденьких уже ростков, здесь листиков. Вот такая красоточка. Тоже может быть в любой коллекции, даже человека, который вот прям не собирает много-много хвой, за свою неприхотливость. То есть вот реально поставишь ее на подоконник, и выглядит она очень красиво, эффектно, пушистенько, так можно пощупать листики. Вот такие вот классные. Есть еще вилоза с короткими, ой, с круглыми такими листьями. Ну, я, если честно, пока не поняла ее прикола, за что она такая дорогая. Меня вполне устраивает именно вот этот сорт. Вот такая вот красоточка. Надеюсь, вам тоже видно. Вот такие у нее листики маленькие. Потом они подрастают и становятся длинные такие.
Надеюсь, что, возможно, она меня еще порадует цветением, потому что уже вымахала такая лошадка. Ничего так, лошадка. Здесь тоже ворсинки такие на этой стороне листа, тоже такие немножко ворсинки. А вот тут они прям пушистые-пушистые. Ну, не видно, конечно, на камеру. В общем, красивая хоя. Так, сейчас покажу следующую свою любимицу. Вот это прям вообще моя любимица-любимица. Причем таковой она стала не так давно. Это хоя Мередит Грин. Мы с ней как-то не могли подружиться. Вернее, я с ней. Как-то вот не складывалось. Почему не складывалось? Она просто вот не росла. Я не знаю, может, это такой есть сорт, может, мне какой-то черенок достался, может, я просто... Ну, я даже не знаю, что я делала не так. Она у меня просто сидела на одном месте. А потом она стартанула. И вот такие вот у нее листья. Вот сейчас попытаюсь. Вот такой лист. Ну, это же вообще красотень. Такой фактурный, такой, ну, похож на картон, плотный картон, такой шуршащий, шелестящий. Они такие немножко покрученные. Вот. Такие прожилки явные. Очень красивая хоя. Мне она сейчас так нравится. Она бы была чуть побольше. Я срезала пару черенков, дубли сделать себе. Потому что, ну, это все-таки хои, все-таки растения, мало ли что. Такую красоту мне не хочется потерять. Ну, конечно, никого мне не хочется потерять. Я за всеми слежу. Ну, это прям вообще... Прям она такая классная. Вот эти листья. Ух, огромные такие. Такая красавица. Мередит Грин. Вот. Так, сейчас покажу еще какие у меня есть хойки. Вот эта хойка появилась у меня, наверное, в начале этого года. Конечно, ну еще пока невозможно оценить всю ее красоту, потому что все-таки вот эти вот старые листики такие, ну, не очень, такие покоцанные. Но зато вот уже новый лист, который показывает ее, так скажем, породу, ее сортность. Эта хоя называется Ноннуч. СП Нонхнуч. Надеюсь, там что-то видно. Вот такая вот она. Ну, должна быть она такая мощная тоже хоя. Но этот лист, в принципе, тоже показывает, что такая она не маленькая будет. Тоже листики плотненькие. Такие немножко скрученные и очень красивые. Надеюсь, дальше у нас с ней дружба получится, и она будет расти побыстрее, потому что сейчас она как-то вот медленно раскачивается. Ну ничего, вот там вот уже новый этот росточек. Вот уже вроде как и листики появляются. Надеюсь. А это у нее, это вот такой больше как загар. Хоть она и под лампой стоит. Вот, кстати, вот что там на листиках хой, такие странные вещи. Не нужно сразу там тревогу бить и кричать, это болезнь. Вот так вот странно могут появляться загары. А еще, кстати, вот на задней поверхности листа у нее такая вот штукенция. Но это тоже, это ее особенность. Ну, там на всех листиках, не хочу сейчас переворачивать. То есть это такая особенность хои. Ничего там страшного нет. Конечно, нужно следить за тем, чтобы там вредители и какие-то болячки все-таки не появились. Но это нормально. Кстати, о вредителях я потом в следующий раз поговорим и о болезнях хой более предметно, скажем так. Потому что тоже меня спрашивали. Хочется своим опытом поделиться. Так, ну а пока вот такая нонуть. Но это не все на сегодняшний день хойки с красивыми прожилками. Сейчас еще покажу. Вот такая вот хойка. Сидела она у меня уже давно. Наконец-то начала расти. Это хоя Germany. Такие у нее изумрудные листья. Очень тоже красивые. Достаточно плотные. Тоже жилкование такое красивое. В общем, хоя классная. А получила ее, вернее, мы поменялись со знакомой вот таким листом. И этот лист так долго сидел. Вот так он долго сидел. Наверное, полгода сидел. Что-то мне так кажется. Я уже прям не знала, стартанет он или он испортится, пропадет. Нет, все нормально. Начала расти, все хорошо. Вот такой вот новый у нее листик появился. И я вижу, хоя будет мощная и очень красивая. Такая красота. Кстати, вот у нее тоже на задней поверхности листа вот такая вот чернота. Тоже ничего страшного в этом нету. Растение здорово. Вот такая красоточка. Так, еще сейчас покажу. Еще пару хой покажу. И достаточно, я думаю, на сегодня.
Но как же я могла не показать свою хойку Саравак крем? Это дублик, скажем так, это маленький черенок, потому что большая, там ее вытаскивать неудобно. Но покажу на примере этой. Но это же супер жилкование. Но она такая красивая. Такие вот у нее прям... Это молодой лист, он такой, не знаю, видно на видео, с коричневым таким отливом немножко, да, а потом он становится вот такой зеленый, изумрудный. Это очень красивая хоя. Обратите внимание, ну, то есть прожилки такие светлые, и сплэш появляется, и растет она без проблем. Также у меня большое растение мое, оно на естественном освещении растет, то, что там далеко от ламп, далеко от естественного света, где-то в метре, наверное, от окна. И нормально растет. Но этот череночек, конечно, еще стоит под лампой. Потом я его тоже куда-нибудь определю, пока помещается на стеллажике. Такая красотулька, очень красивая. Ну, еще одна хойка, которую сегодня покажу. Это хоя калистофила. Вот такая вот она расписная, жилистая, вот такая прожилистая. Вот темные такие прожилки. Тоже хоя классная. И мне достался такой черенок, который все время пытался зацвести. Вот это вот прям, наверное, цветущее материнское растение. И вот у него вот эти гормоны на цветение направлены. И вот он у меня сколько раз уже пытался, там у него цветонос старый, сколько он раз пытался уже зацвести. Ну и как-то срезать цветонос вроде не хочется, да, когда-нибудь зацветет на нем. Но хочется, чтобы листву нарастил. Я потом, он выдавал вот такие вот голые плети, которые не хотели обрастать листиками. Думаю, срежу и поставлю укоренить. Будет дубль. Ну, я поставила укоренять. Вместо роста у нас 2 цветоноса. Ну, великолепная хоя. Вообще она, конечно, да, очень красивая. Это калистофила. Есть еще калимантан. Они абсолютно разные. Жилкование у них разное. Ну, я бы и ту советовала бы. Ну, тоже беспроблемная, растет себе. Кстати, она не сильно долго думала перед тем, как начать расти. Так что хойка зачетная. Ну, вот такие красавицы на сегодня. На сегодня, я думаю, достаточно. У меня, конечно, много хой, которые, такие листики имеют такие фактурные, жилистые. Ну, покажу уже в следующий раз. Они еще совсем такие маленькие. Я все-таки жду немножко какого-то, роста своего, для того, чтобы показать не просто там один листик укорененный или 2, а уже так, чтобы они подрастали. Вот такие красотки. Так, и немножко об черенковании и укоренении. Значит, просто меня так спрашивали, но это совсем уже новички. Ну, повторю. Хорошо укореняются черенки как с одним узлом, с одним листом, один узел в один лист, так и с 2 листьями. Но многие хои, они почему-то вот так вот растут. Вот у них, вот как вот на примере вот этой. Ну вот не хочет она одновременно в одном узелке 2 листика держать. Второй она сбрасывает. Ну что делать? Укореняем с одним листом. Не знаю, у меня укореняются нормально. Хотя люди некоторые боятся, новички, понятно, боятся покупать черенки, чтобы был один листик. Но крупнолистные хои прекрасно укореняются. Касательно мелколистных, там, конечно, лучше брать новичкам особенно, чтобы было 2 узла. 2 узла – это вот один узел и второй узел. Но у мелколистных хой, это, конечно, промежуточек маленький будет, междоузли-то короткие. Но я, в принципе, хорошо укореняла, особенно когда это какие-то дорогие сорта, да. Я покупала и по одному узелку, и тоже хорошо укореняла. Как я укореняю? Укореняю я в грунте и в тепличке. Обычный универсальный субстрат торфяной, даже не добавляю, бывает, торфа. Торфа, господи, перлита, разрыхлителя не добавляю, просто сажу и просто укореняю в тепличке. Тепличка у меня выступает контейнер пластиковый. Можно и пакетиком накрыть, только проветривать, конечно. Вот. Главное, чтобы этот субстрат, он не был сильно влажный, слегка увлажненный. И поставить в теплое, светлое место, но, конечно же, не на прямые солнечные лучи, чтобы они не сварились и не сжарились, эти черенки. Ну и наблюдать. Когда укоренится, корешки мы увидим через стакан. Вот так вот, когда увидим на стенках стакана.
да, особенно когда видим уже росточек, достаем. Я знаю, ну, коллекционеров там и вообще любителей хвои, которые ждут, пока там плеть вырастет в этой тепличке. Ну, я такого не дожидаюсь, потому что часто эти росточки, они упираются в стенки или в крышку этого контейнера, могут или сломаться, или подгнить, если очень влажно. В общем, у меня укоренились, и я их достаю. Никакими укоренителями, конечно же, я не пользуюсь. В воде я не укореняю. Девочки меня спрашивают, как укоренять в воде. Это не ко мне. И мне не нравится укоренять в воде. Я как-то... Ну, во-первых, я замечала разницу корни, когда из воды или корни из субстрата. Потому что корни в воде, там соотношение вот, воздуха для корней, оно другое, чем когда в грунте. И когда садишь их после воды в грунт, им надо еще адаптироваться. А когда их сразу укореняю уже в субстрате, они дальше просто растут себе, да и растут, пока оплетут весь стакан, и можно будет дальше их пересаживать. Да? Ну, что касается укоренения. Так, черенкование, укоренение. Да, и какие бы, ну, как растения или черенки, ну, я бы не рекомендовала покупать, по крайней мере, новичкам. Я вижу, в последнее время часто продают, как это называется, маточник. Маточник. Ну, это вот, например, растет у меня вот такая вот вилоза большая, да. Я беру эту вилозу, срезаю весь верх, вот так вот, да. Вот я срезала все это дело, а там вот то, что осталось, я продаю. Но на вилозе это не так понятно, потому что это тип хвои, который имеет сорт хвои, которая вот у нее вот тут капуста не нарастает. Здесь у нее листики вот они идут попарно и вверх. А есть хвои, например, вот тундулата. У нее вообще два типа листьев. У нее сначала такая нарастает капусточка, короткий междуузле, вот такую капусточка нарастает, а потом она выдает плеть, и дальше уже другие листики растут. И вот срезает вот это все дело, да, а вот этот вот, так скажем, пень с вот этой капустой из листьев продают. Ну, если филодендроны спокойно можно покупать, вот пень, да, пень филодендроны, у него там куча спящих почек, вот, и он их пробудит, то с хвоями, по моим наблюдениям, это же мой опыт, да, дело обстоит по-другому. Хвоя, все самые такие вот растущие гормоны, гормоны роста, она передает наверх, по вот этим плетям вверх. Соответственно, самое лучшее для укоренения черенки – это вот верхние, ну, вызревшие, конечно, не молоденькие листья, а вот вызревшие, вот такой, например, да, вот черенок, вот он вызревшие листики, они уже плотненькие, как положено, срезаем и укореняем. А вот тот, что остается пенек, вот пенек, да, вот как здесь вот, ну, вот, например, да, вот мы срезали все, вот остался вот там вот пенек вот этот, там уже вот этих вот гормонов роста, ауксинов этих вот, их мало. И когда с него все срезали, растение, вот этот маточник, он может долго сидеть перед тем, как он заново начнет расти с нуля, скажем так. Я такие растения сама не покупала. Ну, я как бы на срез или укорененный вот именно череночек. Ну, вот у меня знакомая тоже большой любитель хвой. Она уже 2 раза, особенно будучи еще новичком, вот она покупала, казалось ей, вот, укорененные купила, особенно вот, когда много листьев, пень такой. Она покупала такие пни. И у нее есть даже сейчас пару растений, пару хвой, которые сидят уже больше полугода без движения. Потому что, ну, сил нету, силы все ушли на эти плети срезанные. Да, но что же делать, если все-таки купили? Ну, или поменялись, или бесплатно достался такой вот, да, вот одревесневший старый пень этой хвои. Ну, тогда что? Ждем, когда пойдет рост свой, росточек, срочно его срезаем, когда он вызреет, конечно же, и переукореняем. Потому что все-таки и корни у хвой, это не корни филодендрона, и, как я уже сказала, вот этих вот гормонов там роста мало в этом пне, и как он потянет этот новый рост, непонятно. Но это мой опыт и опыт, говорю, знакомой тоже любительницы хвой, вот, по этому поводу. У вас, конечно, совершенно другие могут быть примеры. Я буду рада, если вы поделитесь своим опытом в комментариях, но я вот так считаю. Поэтому, по моему мнению, и особенно новичкам, лучше покупать черенки, все-таки вызревшие обязательно, но ближе к верху.
пни вот эти покупать, все-таки это может пройти много времени для того, чтобы они стартанули. А самое неприятное, когда продают такие пни, я вот видела и листья скукоженные. Я просто сейчас не принесла свою хою Ирину. У меня она, ну, я в следующий раз ее покажу. Там у меня такое получилось, вот, что нижние листья начали вот жмакаться. Я быстренько себе срезала. Это вот, да, когда мы видим проблему с корнями, мы сразу срезаем череночек обязательно себе и делаем дубль. И я вижу, когда продают вот такой пень, и у него еще листья скукоженные. Я не знаю, как такое можно продавать. Там корни, скорее всего, уже все. Когда листья вот такие вот, там уже проблема с корнями. И его надо тогда брать, переукоренять. Ну, то есть листья потеряли тургор. Ну, мы же понимаем, это плохо. А если там еще и такая вот капуста, короткие междоузлия, и срезать нечего. То есть, чтобы подстраховаться, вдруг чего, вдруг он пропадет. Ну, вот так вот. Все. О, боже, много я что-то как-то нарассказывала. Ну, ладно, кому будет интересно, посмотрит. Кому не интересно, выключите после обзора. Все, всем спасибо за просмотр. Всего нам всем самого мирного, самого хорошего. Вот. Пишите. Спасибо вам за просмотр и за комментарии. До зустрічі в новому відео. Всем пока!